Привет, я Наджиба, а это моя прекрасная дочь Манижа. И мы сегодня вам расскажем про наше национальное блюдо, про праздничное блюдо плов, про бытовое блюдо плов, про всеобщее блюдо плов. На самом деле, помимо плова, сегодня мы еще приготовим самбусу. Да, в Таджикистане говорят не самса, а самбуса, что очень важно. Да. Я начинаю с плова, а Манижа будет заниматься тестом. Да, но я пока его просто разрежу и буду раскатывать. Или лучше сначала, вот видите, начинается. Лучше лук сейчас порежь. Точно, видите да. как? А я хотела уже раскатывать тесто. Ну, вот так вот. Вот на такой объем казана, я думаю, где-то 2,5-3 литра, я наливаю полбутылки масла. Масло можно любое. Вообще в Таджикистане очень любят масло хлопковое с льняным маслом, и это очень вкусно. Вообще плов – это всемирное блюдо, и в разных странах его готовят, но добавляет кто-то вместо мяса морепродукты добавляет, кто-то там… Получается паэлья. Да, это правда. Так куда говорить, если в одной семье каждый член семьи готовит плов, получится всегда разный плов. Вроде бы из тех же ингредиентов, но у каждого будет свой секрет и своя фишка. Это правда. У мамы секрет в любви. То есть чем сильнее жаришь лук, тем у тебя получается темнее плов. То есть лук выступает как краситель здесь? Да, если говорить о регионах Таджикистана, то конкретно во всех регионах Таджикистана плов отличается. Какой ваш любимый плов, в каком регионе? Красный. Самый жирный? Берем вот так вот мясо и аккуратно погружаем. Пока оно жарится и краснеет, я нарезаю лук. А тем временем, пока я нарезаю лук, мама уже успеет приготовить плов, поверьте. Вот то, что мама сейчас готовит, это называется зербак. Да. Основа плова. Вообще, чем дольше ты его томишь, мясо и сам зербак, тем мягче будет мясо и тем будет вкуснее плов, как мне кажется. Мы не мешаем постоянно мясо, даем образоваться корочке. Когда появляется корочка с одной стороны, мы потом только переворачиваем. Теперь я кладу лук. И вот пусть жарится. И у вас есть время разделать морковочку. Не Самое через терку. ненавистное, что можно сделать, это Мы режем вот на такие дольки. Доченька, ну как у тебя там? Мам, Самое главное – вложить во все душу и любовь. и любовь. Фарш. Нужно сейчас заправить его солью и зирой. Ну, где-то на такое количество, где-то 1 столовая ложка должна. Ну и немного зиры. Мама, во сколько лет вы первый раз приготовили плов? Я, наверное, лет в 10. 10? Да. Мам, вы меня по-другому воспитывали. Я решила, что ты у меня будешь другая. Мне легче Как- написать 150 песен, понимаете? Засыпаю сюда морковь. Эти морковочки я добавлю попозже. Перед рисом минут за 5-7 я положу, чтобы они такие чуть-чуть были живенькие. Вот видите, делают вот такие пластины и кладут друг на друга. Вот, и между ними смазывают масло обычно. И для того, чтобы получилось слоеное, вы берете вот так вот его закручиваете, и у вас получается вот такое прекрасное тесто. Ну, я помню, как делать. Берешь 3 одинаковых расстояния. Вот, это Да, много теста, да. Это бракованный, не надо его снимать. Вообще, конечно, красиво, когда маленькие делают самбусашки. В Таджикистане обычно невеста так тестирует. Если она делает красивые самбусашки ровненькие, то говорят: о, хорошая девочка. Так, вода – это основное в плове. Если вы нальете много, получится каша. Если вы нальете мало, это получится рис аль денте, чего в Таджикистане называют мужской плов, когда вы будете грызть рис зубами. Поджарку слегка прикрыть водой. Если в дальнейшем мне будет мало, я лучше туда добавлю воды. И вот сюда я добавляю чуть-чуть уже вот такой моркови. Теперь добавляю сюда зиру. А ее надо вот так прям подплочь, шеечку, чтобы она прям
разломалась. После того, как вы залили воду, уже зирбак мешать нельзя. Я теперь перехожу на помощь к манеже, но это не пойдет. Мам, я понимаю, но это страшные самбусашки получились. Ничего, доча, все, что из твоих рук, это самое вкусное. Ты знаешь, Красота не главное. Главное то, что внутри. да, вот. А внутри очень вкусное мясо. Доча, дай я тебе покажу, как правильно делать. В Таджикистане, начиная с марта месяца, в преддверии Иди-Навруз, День равноденствия, да, переводится Иди-Навруз, вот, все начинают варить сумалак, то есть вот взращивают пшеницу, и потом ее жарят, варят, и получается такая халва, как сумалак. Начинают готовить всякие пироги, но все пироги готовятся из зелени, Потому что которая она уже свежая, пошла. да. Она Первая свежая. зелень, первая. И поэтому, как говорится, это очень хорошо отражается на здоровье людей. Дочь, ну ты прям делаешь космически. Я такое, вот что это? Это что это? Где вы видите круг? Дальше взбалтываем яичко. Все. Так, И теперь отправляем их готовиться в нашу духовку. температура 220. И кладем мы прям посередине. Мы засовываем лимон прям сюда. Да, лимон это очень вкусно. И дальше кладем рис. На самом деле рис подойдет краснодарский. Да, он разный. Да, не обязательно Главное, покупать рис для плова. да, надо, главное, покупать не пропаренный рис. Пропаренный рис просто убьет плов. Да. Я теперь готова к закрытию плова. Это называется дам. Хоть что-то я знаю. Значит, так, господин. Так, закрывается плов следующим образом. Половник. И вот таким вот образом собирается он в кучку. И еще одна фишечка. Значит, берется ложечка, Да. переворачивается и делаются большие-большие дырки, чтобы плов дышал. Закрывается тарелкой и придавливается. И только после этого выставляется нужная температура. И он будет томиться. И только после этого мы закрываем крышку. Засекаем 20 минут, и плов готов. Ну что, самый главный процесс. Мы завершили, и сейчас будет самое глобальное удовольствие попробовать этот плов и научиться правильно его выкладывать в тарелку. Да. Верхний слой, кусочек, ну, половничек, вы выкладываете, и только потом вы начинаете перемешивать плов. Кстати, главное правило: плов надо есть ложкой. Не вилкой, а ложкой. Вообще, конечно, А самое главное, надо есть руками. руками. Да, конечно же, самое главное есть руками, но сегодня это не очень безопасно. Можно гранат насыпать? Можно? Да. Красиво. И вот так вот красиво. Да. Вот. Бон аппетит. Нет, мам, это не по-таджикски. А, боиштего. А теперь загадка Востока. Самбуса. А знаете, почему загадка? Фишка в том, что в манту и в самбусу обязательно какую-нибудь фишечку кладут. Или копеечку, или что-нибудь. И кто найдет, тот счастливчик. Когда вы все снимете, обязательно накрыть полотенчиком, Дать чтобы они настояться, да. чуть-чуть постояли. Тогда уже это будет дело такое. Самых два великолепных блюда таджикских, вкусных, любимый. таких теплых, как дом, как очаг. Это плов и самбуса. Приятного аппетита, бойся отом.